Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за прямыми эфирами и нашими встречами с американистом Алексеем Наумовым. Он на связи. Алексей, приветствую вас. Да, добрый день, здравствуйте, всем привет. Слушайте, подписывайтесь на мой телеграм-канал Внешпол. Всех всегда рад видеть. Да, ссылка, как всегда, в описании. В общем, мы в прямом эфире. Сейчас у нас на часах 16:08. Это самое время поставить лайк этой трансляции. Вообще не забывайте, пожалуйста, ставить лайки и писать свои комментарии и впечатления. Это очень важно из-за вот этих всех причудливых алгоритмов YouTube и врагов, которые... Вот эта история, она будет, так как сказать, да, вот она будет красной линией проходить через наш сегодняшний эфир. Формат очень простой. QR-код, который видите на экране, это возможность задать вопрос. Переходите, если работает сервис, задавайте. С этих вопросов начнем. Также клуб зрителей Шелест, там тоже, милости прошу. Есть анонс нашей встречи, и можно задавать вопросы. И абсолютно открытый доступ для вопросов заранее, заблаговременно в сообществе YouTube. Переходите и тоже оставляйте вопросы. Ну, а просто вживую пообщаемся, конечно, с чатом, но в самом конце, поэтому досмотрите до конца. Ну и, конечно, опрос нашего сегодняшнего эфира звучит так. Полетят ли томагавки по России? Варианты. Да, разок нарушат красные линии. Нет, это блеф Келлога и Венса. Все равно на фронте это никак не скажется. И еще один вариант. Да, за деньги ЕС эскалация заметно вырастет. Голосуйте, друзья. Давайте с того вопроса и начнем, потому что это, наверное, самый интригующий вопрос. В заявлениях звучало: использовать томагавки, не поставлять, а вот использовать. И даже российская сторона опубликовала ответ, что, мол, а мы посмотрим, а кто ими будет управлять, американцы, украинцы. Как бы вы ответили на вопрос? Действительно мы идем к тому, чтобы в этой войне американские томагавки ударили там по Кремлю или по какой-то российской глубинке? Вы знаете, довольно давно, наверное, даже с первых дней что называется, полномасштабного конфликта, да, или даже еще задолго до него, мы часто видели появление в медиа-среде разных видов чудо-оружия, которое должно изменить масштаб конфликта, должно поменять баланс сил на поле боя и в целом привести Украину к победе. Я напомню, что изначально это были комплексы «Джевелин», это были дроны Байрактар ТБ-2 турецкого производства, это были ракеты Storm Shadow, были в целом Хаймерсы и ракеты Атак-МС к этим Хаймерсам. Сейчас мы слышим историю про томагавки. И очевидно, если мы посмотрим на объективную ситуацию, к изменению соотношения сил, к изменению реальности на поле боя, поставка и использование этих ракет не приведут. Другое дело, что эти ракеты имеют Вообще история с этими ракетами имеет два выражения. Первое выражение непосредственно военное. Я его описал. Очевидно, что удары томагавками по позициям российских войск не позволят Украине одержать победу и переломить то преимущество, которое Россия имеет в живой силе, в военной технике, вообще в масштабе экономики. В войне на истощение российская страна, очевидно, имеет преимущество. Другое дело, что у этих ракет и истории вокруг них есть политическое измерение. Мы понимаем, что Владимир Зеленский и в целом его приближенные, они давно поставили себе целью втянуть НАТО в войну против России. Очевидно, что этого больше всего хотели бы сейчас украинцы, да, украинцы, которые поддерживают боевые действия, которые поддерживают господина Зеленского. Они хотели бы, чтобы страны НАТО непосредственно не только деньгами, но и живой силой участвовали в конфликте против России. Очевидно, что возможная поставка ракет «Томагавк» – это шаг в этом направлении. Потому что, безусловно, вопрос задал Дмитрий Песков, а кто будет указывать цели для этих ракет на территории России? Мы знаем, что сейчас Пентагон блокирует использование дальнобойного американского оружия для ударов вглубь, что называется, канонической территории России. И я видел интересную версию в американских медиа, что это Пит Хексет, значит, блокирует сам, а Трамп не в курсе. Товарищ Трамп, произошла чудовищная ошибка. Очевидно, что это скоординированные действия, и пока нет желания у американской администрации переходить к этому шагу эскалации. Почему? Потому что очевидно, что такого рода как-то устаканить отношения и договориться. Видим, что американская администрация в целом рассчитывает на то, что с Россией можно будет установить
ну, рабочие отношения. Или после окончания военного конфликта, или даже во время еще этого конфликта. И очевидно, что превращение войны Байдена, как неоднократно говорил Дональд Трамп, в войну Трампа не поможет достижению этих целей. Более того, сделает достижение этих целей практически невозможным. И именно поэтому я думаю, что ну, смотрите, вот они не помогут Украине победить, они поставят США ближе к войне с Россией непосредственно, к конфликту со стрельбой в отношении, значит, российских и американских солдат. Они похоронят надежды Дональда Трампа на какое-то примирение с Россией. И что? То есть какие позитивные, положительные шаги есть у этого? Чтобы, я знаю, что довольно длинный монолог, но я все-таки продолжу. Смотрите, чтобы проанализировать эту ситуацию, надо понять, а где вообще Трамп находится. Давайте расставим все точки над «и». Я вот не был у вас на прошлой неделе, и точек над «и», может быть, ну, не помог расставить в этом плане. Дональд Трамп не поменял позиции по Украине. Дональд Трамп не перешел на сторону Киева. Дональд Трамп, по сути, в этом своем знаменитом посте в соцсети Truth Social просто написал, что, по сути, я думаю, что Украина может победить. Ну, удачи Европейскому Союзу, удачи НАТО, удачи вам всем. Я написал, по-моему, об этом, ну, сразу, но некоторое время это было какой-то прям мыслью, до которой не могли люди дойти, хотя это, по-моему, мне кажется, очевидно. И, соответственно, так как мы исходим из позиции, что Дональд Трамп не изменил своего отношения к украинскому конфликту, соответственно, у него нет причин сейчас идти на резкую эскалацию в отношении России. Поэтому я ставлю на то, что томагавки не полетят ну уж тем более по Москве, слушай, ну по Кремлю, ну это вообще же просто буквально война России и США, ну это, конечно, безумие. Этого не будет точно, но я думаю, не будет и передачи этих ракет для применения по целям на фронте. К тому же это оружие не фронтовое, а такое буквально стратегическое, поэтому я думаю, что мы этого не увидим. К тому же мы сами знаем, во-первых, что внутри НАТО пользователи этого оружия, там 4 страны, это буквально эксклюзивный комплекс, который там типа румынам не поставляют даже, хотя они в НАТО, в ЕС и так далее, не воюют сейчас в данный момент. Плюс использование систем запуска. Вообще обычно американцы запускают эти ракеты с кораблей. Есть испытания успешные наземных комплексов, но, грубо говоря, вот так вот сразу чего-то готового в этом плане нет. Так что я думаю, что это, конечно, история несбыточная, а томагавки, как мы помним, господин Зеленский просит довольно давно. Это не первый раз появляется эта информация. Если вы помните, не дадите мне соврать, мне кажется, еще с полгода назад, когда были там первые встречи Трампа и Зеленского, тема томагавков звучала в заявлениях прессы после. Так что, повторюсь, нет, не ждем. Ну, смотрите, тут же как бы вещь-то в нарративной части, да, вот вы говорите, Трамп, в общем-то, ну, то есть не перешел на сторону Украины, а Зеленский, говорит, перешел, представляете, и вот переубедили, и победа уже, поверил в победу Украины, и вот от Путин отдалился. И, собственно, если честно, то вот эти томагавки и вообще сама тема, да, вот передача ракет или ударов этими ракетами, это ведь на самом деле исключительно политические танцы. Ну, есть же ракета «Фламинго». Где она? Она, правда, там украинская, не совсем, да, но она же на 3000 летит. Как бы, чем вам не томагавк? Нормальная ракета. Ну, то есть, понимаете, здесь задача как бы действительно взять Трампа и как бы втянуть в эту войну. Причем очень интересно, подыгрывает Ермак в британской прессе, говорит, это все король. Это вот Виндзоры посидели. Да, это, конечно, да. Это король. Это тот король. Это, видимо, он, наверное, так переманил на сторону Украины, когда бежал как мог, спотыкаясь, так сказать, за Трампом, а тот бедный не обращал внимания и общался с, ну, в общем, с гвардейцем этим, да. Ну, то есть, наверное, в этот момент. Или на ужине, да, на балу, где у Трампа было вообще отрешенное выражение лица, все как бы обратили внимание. Но, в общем, это все король помог. На самом деле, тут же очень интересно, как отыгрывает эту всю тему Венс. Он преподносит ситуацию так, что Россия должна признать реалии на земле. Внимание, реалии на земле. Это тот посыл, который там с 20, ну если не с 22 года, то 23-го, так точно Россия несет во всех своих заявлениях по поводу урегулирования или продолжения войны. Ну так реалии на земле заключаются в том, что несут тяжелейшие потери, а на земле нет продвижения. Более того, Зеленский вовсю сейчас вместе с Сырским подают нам добропольское контрнаступление.
То, что на других участках фронта идет продвижение, нам не подают. Это так просто рисуют карты, говорит Зеленский. А, собственно, мы же наступаем. Смотрите, и Трампу пришли и показали, как мы наступаем, а Россия проигрывает. Просто смотрите, я почему привожу эти аргументы? Потому что тут ведь очень важно, какой диапазон вот этой риторики, какой объем этого пузыря, когда он лопнет. Ведь это все на самом деле передергивание фактами ради чего? Ради какого-то акта. Ну, то есть, что-то должно произойти. Европа втянется в войну. Вот сегодня там Варшавское собрание, там по скайпу включался Зеленский, Туск выходит, говорит, мы, в общем, Украина выигрывает, мы будем с Украиной. Там вообще выдают такие перлы, что Трамп поменял свою точку зрения, потому что Украина выигрывает, а он любит быть с победителями. То есть, абсолютный, скажем так, ну, болезненный взгляд на происходящее. Ради чего и какой диапазон, на сколько времени это рассчитано и до каких пор, до каких событий, как вы думаете? Вы знаете, на прошлой нашей с вами встрече я рассказывал, что у Зеленского сейчас нет оснований идти на принятие российских условий, потому что в случае завершения конфликта силовым путем его ждет реализация цели СВО, в случае завершения конфликта договорным путем его ждет реализация цели СВО. Больших различий между этими двумя вариантами не предусмотрено. Российская сторона неоднократно устами и президента, устами министра иностранных дел и, как мы знаем, по-моему, по неофициальным данным переговорной команды в Стамбуле, заявляла украинской стороне, что следующие условия будут хуже предыдущих. Однако конкретных дедлайнов, конкретных сроков поставлено не было. И в этом плане сейчас ситуация выглядит как, что если нету разницы, так почему бы не посопротивляться, почему бы не попробовать каким-то образом что-то себе выторговать. И я думаю, что украинская власть сейчас действует в этой логике. Она любую победу, любую историю преподносит как победу, и Трамп уже наш, и наступление на добропольском направлении, и что еще, и король наш, и он Трампа убедил. И я вот реально, когда читал эту новость, я думаю, а вот это вот переход Трампа на украинскую сторону, он типа здесь с нами в одной комнате, знаете, как часто шутят. Поэтому я думаю, что сейчас это называется хорошая мина при плохой игре. Всякий инфоповод будет выворачиваться в сторону, которую хочет услышать воюющая Украина, да, сторонники господина Зеленского. И почему бы и нет? А что ему еще делать? Сдаваться? А зачем? Поэтому я думаю, что, знаете, это такая надежда на чудо. Я думаю, что это не является, честно говоря, выверенной политической стратегией. Дело в том, что, смотрите, очень часто, сейчас главная такая важная мысль, поэтому я выпью воды. Смотрите, политики, особенно те, которые не являются такими матерыми волками, значит, международных отношений, они часто попадают в ловушку. Ловушка называется ловушка затраченных усилий или sunk costs fallacy. Да, это вот классическая такая когнитивная ловушка, когда вы уже потратили довольно большое количество сил на выполнение какой-то задачи, и, соответственно, вам кажется, что ну, не бросать же это все наполовину. Условно говоря, вы продаете пирожки с мясом, а их никто не покупает, а у вас уже мясо закуплено 500 килограмм, вы еще 500 килограмм закупаете и прогораете. Вместе со своим мясом отправляетесь на свалку. Та же история здесь экстраполируется на политические решения. Господин Зеленский в свое время принял решение, сам ли под воздействием там, Бориса Джонсона, рептилоидов, украинского общественного мнения, неважно, не знаю и неважно. Веществ. Принял решение, что? Веществ. Веществ. Не знаю, витамина С. Принял решение не идти на условия России по условиям Стамбульского соглашения. Соответственно, вернее, того еще, 22 года. Соответственно, все, что с тех пор происходит, это его попытка доказать, что это было правильное решение, что все жизни были потрачены не зря, что все территории были утрачены не зря, что все жизни были покалечены не зря, что миллионы людей уехали за границу не зря. Учитывая, что сейчас не просматривается, честно говоря, каких-то позитивных для Украины сценариев, это выглядит как ловушка буквально затраченных сил. Потому что по итогу все равно мы придем к тому, что Россия требовала, к тому, что Россия хотела, к тому, что Россия заявляла. И все эти траты будут, в общем-то, потрачены зря.
Что касается знаменитого аргумента, о котором вы упомянули, что нету продвижения на фронте, ну, во-первых, не то чтобы его и нет, оно как бы есть, оно просто не слишком быстро. И кроме того, кажется, я четвертый раз, наверное, об этом говорю, или третий, что война на истощение не предполагает моментального захвата территорий. Война на истощение предполагает уничтожение вооруженных сил противника и лишение его возможности продолжать сопротивление. Постановка его в такие условия, когда всякое дальнейшее сопротивление приходит лишь к ухудшению ситуации. Сейчас это есть уже на самом деле, потому что каждый день Украина продолжает, в общем-то, терять. Но пока этого не чувствует украинское общество, и оно готово продолжать, и поэтому мы там, где мы есть. У России сейчас нету причин отступать. Россия тоже далеко зашла в реализации своей политики, но у России есть чем подкрепить реализацию этой политики материально-технической и военной базой. И кроме того, как мы знаем, ни российская экономика, ни российское общество не являются пока полностью военно мобилизованными, что называется. Условно говоря, у России еще есть резервы, на которые она может опереться в случае, если этот конфликт зайдет в совсем уж нехорошие, что называется, дали. Но пока вот, пожалуй, так. Я думаю, что осознание вот этой ловушки – это важное понимание того, в какой ловушке, простите за повторение, оказался лично Владимир Зеленский. Ну, опять-таки, видите, какой расчет? Я когда слушал Зеленского, ну, его выступление сегодняшнее на Варшавском форуме, мы там о нем детально еще поговорим, некоторые тезисы, наверное, разберем, но когда он говорит, что, смотрите, мы будем бить там по россиянам, будем срывать им там и отопительные сезоны, все на свете. Вот удар по Белгороду все видели вчера вечером. То есть будем отвечать. И такая фраза, ну хорошо, не буду выдумывать. Все-таки давайте я зацитирую, потому что это важно. Чтобы, знаете, не пошло, что это вроде как от меня. Вот, пожалуйста, Зеленский. Европа должна прекратить импорт российских нефти и газа, потому что эти деньги идут на войну, говорит Зеленский. Дефицит денег уменьшит социальную поддержку, вызовет неудовлетворение, недовольство людей и руководства. Исторически Россия менялась через голодные бунты. Вот в этом посыле своем, да, Зеленский дает как бы понять стратегическую линию. То есть голодный бунт в России. Вот как бы фиксация и вот эта вот цель. То есть, смотрите, тут же как было. Она менялась, эта история, в связи с там много интервью давал Зеленский. И, в общем, задача усадить Путина за стол переговоров. Вот это несколько раз повторялось. Задача усадить. Венс выходит вчера и говорит, Россия отказывается усаживаться. И мы предлагаем и такой формат, и сякой формат. В общем, Россия отказывается, это говорит нам Венс. Но тема с усадить, видите, как переросла. Сделать так, чтобы голодный бунт в России начался из-за войны в Украине. И тогда, мол, все поменяется. Насколько, вот как вы оцените вот такой посыл? Насколько он будет работать, внимание, на внешний контур и на внутренний? Ну, слушайте, на внутренний контур, конечно, все хорошо. Всякая лыка в строку, и очевидно, что вот представьте себе ситуацию, что вы там, не дай бог, конечно, не являетесь каким-то, значит, консультантом Зеленского. И вот перед вами стоит задача. Слушай, вот есть все, что угодно, и надо это все истолковать в проукраинскую сторону. Надо, чтобы, грубо говоря, вот люди продолжали потреблять этот информационный продукт, который мы им в уши доставляем, и продолжали делать то, что они делают. И вы начинаете придумывать какие-то совершенно различные конструкции. Вот новое супероружие приедет. Вот сейчас Путин, значит, в холодильнике или в морозильнике лежит. В морозильнике, по-моему, лежит в Валдае, да? Кстати, сейчас Валдайский форум скоро будет. Вот, наверное, мы увидим его в морозильнике, очевидно, если мы поверим в этот слух. Далее вы говорите, что, очевидно, есть какой-то огромный санкционный пакет, который переломит, значит, спину российскому медведю. Оговорочка во Фрейду. Но очевидно, что
Ну, какой голодный бунт? Слушайте, Россия большая страна. У России есть огромное количество торговых партнеров. У России есть огромная сухопутная граница с Китайской Народной Республикой. У России есть судоходные пути. И, грубо говоря, даже если, значит, будет какая-то предположим себе абсолютно фантасмагорическую ситуацию, когда Украине удалось там, значит, обеспечить какие-то проблемы с продовольствием в России. Ну, как бы китайская гуманитарная помощь, ну, то есть как бы нету сценария, при котором реально будет голодный бунт. То есть вот мы если проводить какую-то аналогию, то вот мы понимаем, что в 1917 году, когда была февральская революция, была проблема с продовольствием в Петербурге. Это была локальная проблема, вызванная не тем, что еды не было, а тем, что все железнодорожные составы работали для нужд фронта. И, очевидно, те продовольственные товары, которые были заготовлены, их не успевали подвезти в столицу. Соответственно, этим воспользовались, грубо говоря, значит, силы при полном параличе царской власти. То есть мы не видим сейчас никакого паралича власти. Более того, мы видим, что Россия увеличивает собственную управляемость. Очевидно, что там суровое военное время не способствует демократизации, и Россия стала более, что называется, управляема в прямом режиме. Сверху донизу есть контроль. Кроме того, мы не видим каких-то группировок, которые могут вести борьбу там за власть в России, но это какая-то немыслимая абсолютно сейчас история. И вот когда у вас, значит, есть паралич власти, есть мощные группы, готовые вести борьбу за эту власть, и тут вы еще добавляете отсутствие продовольствия, тогда вы можете говорить, что есть какие-то перспективы как-то на такую ситуацию воздействовать. Сейчас у вас по факту нету ни первой ситуации, ни второй, ни третьей. Нету ни потери контроля со стороны власти, нету групп, которые эту власть готовы взять, и нету никаких предпосылок голодных бунтов. Ну, то есть это просто ерунда, честно говоря. Что касается внешней аудитории, тоже, понимаете, люди, которым это адресовано вовне, они, как правило, любят Украину, они ее поддерживают, они считают, что это правое дело, и они тоже готовы брать эту лапшу и вешать себе на уши, потому что это приятная для них лапша. Понимаете, вот это давняя проблема. Мы обсуждали еще с вами это в наших первых разговорах, что нету образа победы, нету образа какого-то перелома ситуации у тех, кто выступает на стороне сейчас киевской власти. Вот нужен санкционный пакет, чтобы то, и получится то. Нужно вот это оружие, чтобы то, и получилось то. Нет, нужно оружие, нужны деньги, там сколько миллиардов в месяц. А эффект? Посмотрим. То есть это, грубо говоря, знаете, игра для собственной паствы, которая и так уже вам верит, и вы им предлагаете... Знаете, я подписан в социальной сети одной, по-моему, это Telegraph, что ли, британская газета, и у них очень часто выпадают какие-то заметки: «Россия терпит страшное поражение». Блин, как эфиры Гордона, реально вот эти вот обложки. Не дай бог смотреть, конечно, но обложки можно посмотреть, похохотать. «Россия потерпела страшное поражение, Путин в ужасе». То есть буквально вот это духа, которое они кормят людей, которые совершенно не хотят разбираться в ситуации, и которые, как называются, сами обманываться рады. Поэтому нужно понимать, что это такое. Это инструмент для поддержания хорошего настроения у людей, которые и так выступают на вашей стороне. Относиться к этому серьезно, как к каким-то стратегическим заявлениям, я бы не стал. Тогда я так понимаю, что вот свежее заявление. Мы в прямом эфире просто, сейчас 16:31. Поставьте лайк, друзья, подпишитесь на Наумова Внешпол, телеграм-канал, ссылка в описании. И, спасибо, да. Если не подписаны на YouTube, подпишитесь тоже. Вот свежее заявление главы Министерства иностранных дел Сибиги. Вот прям как, знаете, как слушают нас. Говорит, с сегодняшнего дня. Почему не со вчерашнего? Почему там не... Хорошо. С сегодняшнего дня ни одного безопасного места в России украинское оружие достанет любые российские военные объекты. Вот так вот, как в гвоздь вдолбил. Вообще, да, классное заявление. Оно же ничего не значит. Нет, оно значит. По факту? Подождите, оно значит. Оно значит новый уровень эскалации и перехода на новый, скажем так, этап. Я отмечал на День независимости, в шуме, в прямом эфире, со зрителями беседовали, общались. Там же вот четко было: Украина теперь не жертва, Украина теперь боец.
И вот вам заявление бойца, ни одного безопасного места в России, все. Вопрос только, понимаете, в чем дело? На вот эту войну, не ту, которую сейчас ведет, как может, как умеет, как получается, как задумали Российская Федерация, а вот на эту войну, которую приглашают сейчас киевское руководство, Россия явится или нет? Ну, слушайте, конечно, нет, все-таки я с вами не соглашусь, что это заявление, оно на самом деле не несет никакой смысловой нагрузки. Оно классно звучит, теперь нет ни одного безопасного места. Вау. Что это значит? Значит ли это, что по факту оно может как значить, так и не значить может ничего. Оно просто красиво звучит. Это буквально такая голливудская максима. Ну, представьте, сейчас вот ситуация, скажем, теперь на Украине нет ни одного места, где в безопасности находятся военные объекты. Ну, окей, хорошо. Дальше что? Я думаю, что это интересный, кстати, камень в огород. Да не камень в огород, а камень в руку для тех американских сторонников Дональда Трампа, которые хотят максимального отхода от украинского конфликта. Смотрите, Украина побеждает. Не осталось ни одного безопасного места в России. Зачем нам им помогать? Давайте уже сворачиваться и заниматься своими делами. Это... Блин, понимаете, всерьез анализировать заявления, цель которых буквально привести какой-то публичный эффект, довольно бесполезно. Однако интересно наблюдать, как вот, ну, продолжается вот эта вот возгонка, как это называется, Зеленская зорька, да, буквально. Вот он что-то говорит, и всем хорошо, и все радуются, и томагавки будут, и фламинго будет. Про фламинго забыли уже куда-то, кстати, реально. Где фламинго? Наверное, голову в песок, собственно, что там делает фламинго. Вот. Поэтому нет, я не думаю, закат. что... Да, в лучах... Да, вспомним замечательное произведение российской эстрады. Тем не менее, да, это заявление, не несущее смысловой нагрузки. Это заявление, призванное воодушевить. Кстати, ну, будем честны, да, Зеленский неплохо с этим справляется. Вот в плане воодушевить словами, так сказать, поддержать что своих сторонников, что своих военнослужащих, это, да, ну, не лох же все-таки, как сам говорил. Тут уж из песни слов не выкинешь. Алексей, тогда вернемся к сути происходящего. Очередной такой фазовый переход, на котором я настаиваю, и все-таки, видите, подаю через заявления, подаю через разные, скажем так, новые вещи, которые звучат. Это, ну, отверженный Лукашенко. Значит, Лукашенко приехал к Путину. 5 часов они были вместе, обсуждали. Значит, Лукашенко вышел и говорит, значит, Зеленский, давай встречаться. Ну, с Лукашенко и Зеленский, и приоткрывает нам как бы шторку вот этого невиданного, но о котором все знают, но как бы не познанное. Оказывается, на столе лежат какие-то хорошие предложения. Эти хорошие предложения, видимо, надо обсудить, потому что если они приняты не будут, то, как говорит Лукашенко, ситуация может повториться ровно как в начале СВО. Что имел в виду Лукашенко, непонятно, но, в общем, короче, катастрофа Украины может не стать. Это вот дает такой пас Лукашенко. Потом он приезжает к себе, встречается с трудовыми коллективами и делает специальное заявление. Вот специальное. То есть у него вообще ничего не предвещало этого заявления. Это обычная как бы полевая работа. Любит это батька. Он приезжает на предприятие, общается там женщины, мужчины, все. Но он делает заявление такое какое-то немного тревожное для белорусов. Говорит, что вот и на наше поколение может прийти война. В общем, начинается передел, каждый хапает себе сколько сможет. И мы думали с Путиным, как выжить в это непростое время. Казалось бы, Россия такая страна, такая вот богатейшая, а душат же, душат. Ну, такое тревожное заявление от Лукашенко. Ну и сегодня Зеленский ему отвечает. Никак не отвечает. Говорит, да вот там вот. И начинает вот это запускать эту историю, называет Путина и Лукашенко дедами, которые вот это встретились там и давай там по-своему по-дедовски общаться. А что на столе? Вот это ведь очень же важный вопрос, который, понимаете, который даже за вот этим хамством Зеленского, который отдаляет всех от мира, ну точно не приближает, да, когда там, вот деды поехали, они там старые, там себе там скучно им стало, общаются между собой, а у нас мир. Это отвлекает от сути. Непонятно, то есть, что конкретно отверг, потому что если это конкретно, ну, выдать, вот, поднять и положить на стол не для Зеленского, а для всех, то, видимо,
люди так репу-то почешут и скажут, да не, ну, Владимир Александрович, нормальное, правда, предложение? Да, там есть перегибы, но в целом. Так его скрывают. Что там скрыто, как вам кажется? Мне понравилось заявление про дедов, учитывая, что сначала король Карл был, значит, на стороне Украины, а потом еще Трамп, за который старше, очевидно. И надо, в общем, как бы дедушкам собраться и Владимиру Александровичу объяснить, что негоже так с ними общаться. И вот Трамп и король Карл должны быть, очевидно, во главе этого процесса. Смотрите, я думаю, что заявления Александра Григорьевича, они, конечно, всегда полны, что называется, некой вот этой вот потайной энергии и некой этой экспрессии. Я, конечно, не придавал бы большого значения там, потому что там Зеленский потеряет всю Украину. Начнется страшное, знаете, как на баннерах пишут в интернете, которые должны заставить вас на них кликнуть. Но, тем не менее, я думаю, что закулисные переговоры с Лукашенко и с Путиным – это реально самая интересная сейчас история. У Зеленского нет карт. Это правда. У Зеленского нету сейчас возможностей влиять на ситуацию. Он находится в ситуации с протянутой рукой. Он довольно успешно в этой ситуации находится. Он в целом сейчас там правдами-неправдами, хоть тушкой, хоть чучелком, как в анекдоте говорилось, получает то, что ему нужно. Соответственно, карты есть у российского президента, и тут на сцену входит белорусский президент, и мы видим, как он реально активизировался на этом направлении, как вообще Трамп нащупал в нем переговорщика, как вот эти же были, понимаете, помните, когда освобождали заключенных, еще было там несколько месяцев назад, сейчас тоже был второй этап, снятие санкций с Белавиа там частично, то есть есть контакт Запонки. через... Запонки. Что-что? Да, конечно, западки, да, Западки. очевидно, самое главное. Вот, поэтому я думаю, что реальные переговоры идут там, и я бы обратил внимание, как российская страна не злится на Трампа. Вот Сергей Лавров говорил, по-моему, на Генассамблее, да, что мы не видим, чтобы американская администрация отходила от своего там адекватного курса. Мы сейчас слышим, что там Дмитрий Песков, комментируя заявление Трампа, тоже очень как бы осторожно высказывается, так довольно мягко. Я думаю, что смотрите, есть потайной переговорный трек между Россией и США. Он идет. Когда у этого трека есть внешнее выражение. Вот на этом треке, на потайном что-то немножечко там застопорилось, тут Трамп выходит в публичное поле и говорит, да Украина победит, да Украина то, да Украина сё, чтобы побудить Россию на вот этом тайном треке пойти на какие-то уступки. Кроме того, это одна гипотеза. Вторая гипотеза в том, что у России, в принципе, есть две цели, которые ее устроят сейчас. Первая, понятно, это достижение целей, значит, специальной военной операции. А вторая цель – это отход США от конфликта. И мы сейчас стали ближе к этому, потому что то самое прошлонедельное заявление Трампа в Truth Social – это буквально вот его, типа, я устал, я ухожу, вы и так побеждаете, я вам больше не нужен. Я сделал все, что мог, вы мириться не хотите, ну и идите, собственно, сами дальше разбирайтесь. Потому что, смотрите, что сделал Трамп? Он снял с себя ответственность за завершение этого конфликта. Я вам давно говорил, что его цель – не быть обвиненным в поражении Украины, когда таковое поражение состоится. Он сможет сказать, я санкции не снимал, я оружие поставлял, деньги на этом зарабатывал, с Путиным как бы пытался наладить контакт, ничего не вышло, извините, до свидания. Это его... Соответственно, одна из его основных целей. И поэтому сейчас он к этой цели, в общем-то, прокладывает дорожку. Он не будет обвинен в поражении Украины, он не будет обвинен своей базой внутри США, что он тратит деньги на Украину, он на нее ничего не тратит. У него нет ответственности за этот конфликт, но у него есть большое влияние. Тем не менее, это же очень классно. Вы имеете большое влияние, не тратите ни цента и не несете никакой ответственности. Трамп в этом плане гениально, на самом деле, провернул всю историю. Он понимает, что когда стороны еще повоюют, они в любом случае придут к нему. Они в любом случае попросят его посредничества в том или ином виде. России будет нужно, чтобы, грубо говоря, Зеленский был там понужден и Трампом в том числе. Поэтому России Трамп тоже интересен. Я думаю, что он говорит, ну ладно, у вас все хорошо, вы там побеждаете, больше нет безопасных мест, повоюйте, потом ко мне еще раз придете и не будете больше меня унижать вашими отказами. Вот там же американцы говорили, что Россия отказывается встречаться в трехстороннем формате, в двухстороннем формате с украинцами. Почему? Ну а зачем? Я просто, что от этого смотрите, России? я очень не могу понять, все-таки, ну, правда, это или разные культуры политические, или разные вообще в принципе культуры, то есть люди не могут понять.
Может быть, меня кто-то назовет розовым понем, да, розовый понь. Но погодите, есть Стамбул. Есть Стамбул, который все уже похоронили, но при всех там его тонкостях или там ограниченностях, речь идет только о гуманитарном, ну, как бы факторе, да, или гуманитарном кейсе. Это, простите, двусторонняя площадка. Был, как бы, ну, скажем так, пас сделан российской стороной, а давайте сделаем политическую, военную, гуманитарную подгруппы в рамках этого Стамбула. Ну, конь не валялся. То есть это неинтересно. И когда Венс выходит и говорит, давайте сделаем встречи в 2-3 каких-то там сторонних, повысим уровень представительства, как-то это все выглядит, ну, то есть почему они Стамбул не сделают ему искусственное дыхание и не вдохнут в него какую-то историю, чтобы жизнь, чтобы можно было хотя бы к нему апеллировать. Получается, апеллировать к чему-то, ну, уже существующему не надо. Надо вот это вот, ну, замки из песка строить. Я думаю, что все-таки цвет вашего пола сегодня не розовый, а бордовый или красный. Я не очень понимаю вот на моем мониторе, как это, насколько верно отражается. Поэтому вот эту характеристику мы точно убираем. Смотрите, я думаю, что у переговорного процесса есть две стороны. Есть непосредственные, значит, мирные переговоры, то есть буквально люди, значит, должны обсуждать, как завершить конфликт, а есть их публичное выражение, публичная сторона, репутационная сторона. Сейчас мирные переговоры не нужны на самом деле ни одной из сторон. Россия не хочет мирных переговоров, которые не учитывают все ее условия, потому что она побеждает на поле боя. Украина не хочет мирных переговоров, потому что ей нужно идти на уступки, на которые она может пока себе позволить не идти. Поэтому мы эту историю забываем и переходим к репутационному уровню. На этом самом репутационном уровне во-первых, российская сторона не хочет демонстрировать равенство украинской стороны себе. Да? Очевидно, что где Путин, а где Зеленский, считает российская сторона. И плюс, вот представьте себе ситуацию. Приезжает, значит, Трамп, приезжает Путин, приезжает Зеленский, и Зеленский выкатывает, значит, свои пункты незламности какие-нибудь. Ну, довольно унизительно, да, то есть приехал, покукарекал и улетел. И Россия тоже этого не хочет. Россия хочет встречи с Зеленским, только той, на которой будет продемонстрировано, что будет зафиксировано российское превосходство в каком-то уже документальном формате. И поэтому это единственный возможный вариант. А просто встречаться, поговорить, ну, впечатление на Трампа лишний раз производить. То есть, смотрите, вот с российской стороны вы приезжаете. С одной стороны, есть плюс. Вы как бы идете на встречу Трампу. Но есть минус. Вы легитимизируете Зеленского, вы подставляете себя под струю его вот этой вот унизительной критики, непонятно зачем. И очевидно, что как бы Трампу приятно польстить, да, но вот это все вот выслушивать, вот это вот, чтобы он там улетел и там перья свои распушал, ну, не надо, поэтому смысла нет. С украинской стороны ситуация другая. Есть плюс потрафить Дональду Трампу, как бы, и поэтому Украина согласна на словах. А по факту Украина придет, и если она будет вынуждена идти на эти переговоры, ей придется идти на уступки. И она как бы опасается. Но Украине безболезненно соглашаться на эти переговоры, потому что Украина знает, что Россия на них не пойдет. Поэтому, видите, идет перетягивание Дональда Трампа. Россия хотела бы его там порадовать лишний раз, но ради этого подставляться под это унижение, да, ну, не нужно. Поэтому, вот, это что касается вот этих вот потенциальных трехсторонних переговоров. А так как реальные переговоры фактически никому не нужны, по существу, что называется, поэтому стамбульский формат мертв и реанимироваться не желает. Но все-таки давайте так. Очень плотные были встречи и в рамках Генассамблеи, и ну, двусторонние тоже у Трампа и Эрдогана. И там тоже фигурировало в темах Украина. Ну, то есть, по крайней мере, об этом сообщали. Понятно, что они там газ покупают друг у дружки, в общем, там ядерную программу, сотрудничество, все такое, все замечательно. Но и там всячески давят, чтобы Турция уменьшала потоки, но там тоже Украина фигурировала. С точки зрения там, перспектив стамбульского формата, я думаю, что все-таки он может выскочить как черт из табакерки тогда, когда нужно. Это такое, знаете, закладка на будущее. Потом раз и все, ой, в Стамбуле сели, подписали, никто опомниться не успел. Закладка Зеленского. Закладка Зеленского. Это, как говорится, закладка Зеленского, дорожка к миру. Вот.
Так, ну ладно, мы переходим на уровень иронии, который уже слишком... Да, хорошо. Вот, так вот, если вот все-таки, давайте пару вопросов по вашей кафедре, а потом вот перенесемся непосредственно к там, каким-то вариантам разрешения и ситуации. Значит, у Трампа же, вот вы так очень классно сказали, там, где находится Трамп? Так он находится в шаге от шатдауна. Это же будет позор. Ну, для него. Он там собирает этих всех глав, там, да, вот республиканцы и демократы, там, начинает там торговаться, сделки там туда-сюда. Шатдаун маячит с блокированием финансирования с 1 октября ряда федеральных программ, ну, короче, чиновников, давайте так. Зарплату нечем будет платить, потому что вот такая история. Как вам кажется, вот на фоне этого, а как-то вообще на Трампа смотрят вот эти болезные, вот эти европейские партнеры, которые там, да, то сбивают самолеты российские, то не сбивают. Они говорят, мы будем сбивать, да нет, мы будем там внимательно смотреть, а куда же он летит, вот этот самолет российский. Если угрожает, тогда, конечно, протоколы, там, Ступ оправдывался, и не только Ступ, многие другие в своих интервью, и Макрон тоже, и все на свете. Так, а Трампа вот этот вот внутренний процесс, да, внутренние недомолвки, они тяготят на международной арене? Как вам думается? Да нет, вы знаете, я думаю, что они его лично не тяготят, но они наши суждения немного затуманивают. Дело в том, что Дональд Трамп не является президентом мира. Он, ну, как бы фактически понятно, самый там влиятельный политик, наверное, на планете сейчас, при всем уважении, да, к нему. Но он во многом думает о том, что внутри страны происходит. И что касается шатдауна, у него там есть чудесный план, что если вы, демократы, не согласитесь, и у нас будет шатдаун, я начну увольнять бюрократов просто тысячами. Ну, то есть, вау. И он считает, что он эту битву, в этой битве одержит победу. И я не думаю, что для него это будет сейчас большой угрозой его власти. Но что касается снаружи, наоборот, понимаете, мы все имеется в виду там Европейский Союз, Украина, Россия, мы на него смотрим, как будто он только украинским конфликтом и занимается. У него там и Венесуэла еще в этой внешней политике есть, и Иран, с Израилем сейчас вот они с Нетаньяху встречаются, сделку нам обещают какую-то показать. Ему как бы... Не какую-то, великую сделку. Прорыв, ну да, великую. Что-то будет большое и важное. 8-ю войну закончит за 8 месяцев, да, как он говорит. То есть каждый месяц... Есть предложение устраивать новые войны каждый месяц, чтобы их урегулировать при посредничестве Трампа, и ему приятно, и, собственно, всем хорошо. Не занимается какими-то плохими вещами, пакостями. Пакости не делает. Поэтому я думаю, что... Нет, смотрите, со стороны внутренней политики угрозы его нет, но тоже не нужно думать, что вот он только и занимается российско-украинским вопросом. Ему, честно говоря, конечно, это не Азербайджан и Албания, да, для него, названия которых он запомнить вообще уже не может, но тоже как бы не ключевой вопрос. Ему важнее с точки зрения внешней политики противостоять Китаю, опять же, повторяем, вся его администрация так считает, его самые близкие люди. И именно поэтому ему хочется с Россией заключить какие-то нормальные отношения. Ну, хватит уже, говорит он Путину, ну, мы же нормальные отношения, ну, что ты не можешь, что сколько можно? То есть у него реально вот это вот, ну, типа, ну, что ты привязался вообще, ну, хватит уже, заканчивай. Трамп так относится к политике. Вот. Как, знаете, как бизнесмен с другим бизнесменом говорит, слушай, ну давай уже перестанем. А у тебя не бизнесмен с тобой общается, а президент. У него там буквально ответственность за страну, за ее будущее. Это, дружище, ну что ты. Вот, поэтому... Да, я думаю, что ему это потихонечку будет надоедать, и он, видите, все больше отвлекается на другие истории. Он не любит заниматься тем, что не работает. Он не любит заниматься историями, которые не выстреливают. Если он вот потыкался, и ничего не получилось, он начинает злиться, уставать и от этого отходить. Ну, в принципе, что называется, Россия это в каком-то смысле устроит. Ну, по большому-то счету, вот в этом внутреннем, как модно говорить, там, кейсе, у него мало что получается. Ну, вот ФРС, ну, прогнул чуть-чуть вот это там снижение ставки, да, ну, никого не уволил. Кук так и на месте. Сейчас вот разгоняется другая очень интересная история. Нью-Йорк Таймс вот пишет, главный корреспондент в Белом доме Питер Бейкер материал подготовил, говорит, что все, в общем, тревога, возмущение среди американских либералов
предъявили обвинение в обмане Конгресса и других злоупотреблениях бывшему директору ФБР Джеймсу Коми. Мы в Украине привыкли, что виноваты попередники, ну, типа те, кто был до, но Трамп тоже разыгрывает, пытается играть в эти игры, и опять-таки там Байден, у него авторучка вместо портрета на стене с портретами президента. Это вообще. То есть Да. он тоже пытается вот таким вот макаром как бы набивать себе баллы и очки. Насколько успешно, как оцените? Насколько успешно Трамп набивает всем баллы? Ну, нормально набивает. Смотрите, он сейчас необходимо понять, что будет с экономикой. Через год у них промежуточные выборы, когда переизбирается вся Палата представителей, вся и треть Сената. Есть очевидная угроза, что его партия потеряет большинство в палате, и ему будет сложнее проводить законопроекты. С другой стороны, мы видим, что что-то не очень на самом деле уже занимается законопроектами. Он буквально правит декретами, правит указами. И даже невзирая на сопротивление судебных органов США, он проводит свою политику. Буквально не ожидали, конечно, насколько у него такой вот, не диктаторский, но близкий к этому напор пойдет. И видите, как он использует власть для того, чтобы сводить счеты со своими противниками, да, это Джеймс Коми, которого, конечно, жалости к нему особого нету, буквально там вашингтонский болотник, но ситуация, когда всякая приходящая администрация начинает сводить счеты с предыдущей, это в целом для американской политики не совсем характерная история. Есть какие-то, знаете, вот приколы, когда, значит, Джордж Буш-младший пришел к власти, вы, наверное, знаете эту историю, он же Джордж W. Буш, и когда работники его пришли в Белый дом, они увидели, что на всех клавиатурах в Белом доме отсутствует буква W. Типа, так, значит, поборолся с новым человеком, который тебе не нравится. Но Трамп буквально сводит, конечно, во многом США к вот этой банановой республиканской истории, и ничего хорошего это, конечно, для мира не являет. Буквально, знаете, все у них как и везде. Вот нету никакого там особо сияющего града на холме. Вот он, знаете, еще тоже была история, знаете, как это назывался, да? Вот помните, первый самолет, который сбросил бомбу на Хиросиму, он назывался Энола Гей. И, значит, они боролись с гей-пропагандой, удалили статью про Энолу Гей. То есть это буквально какая-то, почему бы и нет уже, знаете, то есть, цирк, конечно. Говорю с симпатией к Дональду Трампу, я понимаю его политические позиции, в чем-то их разделяю, но что касается его внутренней политики, да, она, конечно, сейчас идет в разнос. И я думаю, что даже если проиграет республиканская партия на промежуточных выборах, это не остановит его наступление на американскую систему. И тот урон или ту пользу, которую он уже принес американской политической системе, она не поменяется, вот скажу так. След останется вот в лице вот этого вот рыжего мужчины. Значит, если мы перенесемся уже ближе, как бы в наши часовые, и не только часовые, а и географические широты. Наша Палестина, да, как говорится. То, в общем, эйфория, радость и праздник у людей, которые следили за выборами в Молдове и поддерживали Санду. В чем праздник? Зеленский первый, да, сказал, что вот, Санду молодец, все молодцы, вот теперь-то ух, вот теперь-то ах, русский мир потерпел поражение, то есть все, в утиль и так далее. Громкие заявления звучат от самого Зеленского. Санду тоже радуется как может, действительно там большинство запасом, пас ее политическая сила. И на митинге в Кишиневе, там вышли люди. Один какой-то мужик выскочил, начал кричать «Слава Украине!», ему дали по голове сумкой, какая-то женщина. Видел, да. Быстренько полиция его убрала, чтобы как бы не расшатывать ситуацию. И, в общем, женщина там начала кричать, что не надо там, здесь Украина не будет командовать. А кажется, что будет, понимаете? Вот кажется, что как бы результат на табло.
понятно, что фальсификации, понятно, что есть там какие-то админ-ресурсы, есть какие-то очень объективные и субъективные такие моменты, которые этот результат оформили, и, откровенно говоря, даже вчера уже многие там аналитики говорили, ну, понятно, то есть все там, все оформят и все распишут. Ну так а сбудется ли прогноз о том, что вот Санду победила, теперь самое время, так сказать, идти на Приднестровье воевать? Что думаете? Вы знаете, я не специалист по региону, по Молдавии. Поэтому как бы вот именно предсказание здесь, оно мое будет скорее, знаете, из анализа политического момента. Я думаю, что его все-таки не будет, потому что это довольно щекотливая история сейчас. С одной стороны, вроде бы терять уже Зеленскому нечего, и, значит, там пойти на вот эту группировку как-то, которая российских миротворцев, которые там находятся, а вот этот склад в селе Колбасно, огромного количества советского вооружения, не очень понятного пока качества, да, и возможно использовать его в современных войнах. Но, тем не менее, конечно, есть, что называется, стимул это сделать. Но я думаю, что этого сделано не будет, поскольку это все-таки может вызвать очередной раскол с Европейским Союзом. Все-таки это силовая операция на территории другой страны против... Там же будут бои кровавые, скорее всего. Понятно, что там не будет... Ну, скорее всего, если будет поставлена задача, то не будет продолжительных именно боев между армиями. Но мы понимаем отношение людей там к властям молдавским, отношение людей к Украине. И я думаю, что мы увидим вот это вот гражданское сопротивление каких-то партизан там, ну, как бы, скорее всего, это будет не нужно, потому что политических целей это не позволит достигнуть. То есть, возможно, Санду это будет полезно, но Зеленскому сейчас, грубо говоря, свою бы страну спасти в каком-то смысле, да, свою шкуру, чем заниматься помощью госпоже Санду. Я думаю, что ее устроила эта ситуация с победой. Понятно, там будет все равно, это будет не самый удобный там для нее парламент, там будет большое присутствие оппозиции и так далее. Но я думаю, что если бы она проиграла, то вероятность этого была бы больше, потому что там же есть какой-то период, да, когда еще старая власть не ушла, а новая еще не пришла. Вот там 3 месяца, вот этот lame duck, как хромая утка. То тогда бы, возможно, мы бы что-то такое увидели. Сейчас, я думаю, нет, они будут дожимать эту историю политическими методами, которые теперь у них снова в их руках после этих выборов. Алексей, понятно, что что-то подобное, оно бы как бы взбодрило ситуацию и немножко как бы, ну, скажем так, как бы так встормошило, растормошило всех, и как бы все быстренько взялись бы за дело или урегулирования, или большой войны. Однако, что вы скажете по поводу этих загадочных дронов, которые летают туда-сюда над Европой? Ну вот прям хоть, ну как ни крути, слушайте, прям угроза, российские дроны. Материал был очень интересный в одной из итальянских газет. Говорит, что это все как бы раскрутка страха в Европе, которая как раз-таки на руку Зеленскому. Есть ли перспектива того, что, ну, кроме монетизации, капитализации этого страха, имеется в виду выделение денег на дроны, на заводы дронов, на оборонку, все-таки полыхнет между Россией и странами НАТО, европейскими странами, как бы там ни противился Лавров, и конкретно он говорит, не будем нападать, не будем, но никто же не верит, все же видят какие-то дроны, которые летят как новогодняя елка, ну как бы разведывательные какие-то, что они могут так разведывать, ну и так далее, и так далее. Насколько все-таки, ну, правы те люди, которые утверждают, что, ну, Северный поток Украина, значит и дроны по Европе летают, не без украинской помощи. Очевидно, что втягивание Европейского Союза в том или ином виде в войну с Россией отражает интересы Зеленского, да, отражает интересы нынешней украинской власти. Но интересы России, оно, честно говоря, не особо им соответствует. Потому что Россия, конечно, бы заинтересована была в том, чтобы европейские страны ЕС занимались укреплением собственной оборонной мощи, собственных систем противовоздушной обороны и не занимались поддержкой Украины в этом вопросе. Но, грубо говоря, понимаете, вот чего боится Европа, Европейский Союз? Европейский Союз боится войны.
А вот эти все штуки с дронами выглядят как покалывание, которые делают эту войну как будто бы безобидной. Но они же запускают дроны, которые еще там сияют лампочками. Ну, надо же им как-то ответить. Давайте, 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 вперед. Отвечаем им. И вроде бы как, смотрите, вот если бы, представим себе ситуацию, есть человек, которому поручили помочь Зеленскому втянуть Европейский Союз в войну. Вот лучше способа не придумать буквально, чем запускать какие-то дроны, обвинять в этом всем Россию и говорить, что это она, что это вот именно русские, и что им обязательно надо противостоять, что они испытывают ваше терпение, вашу оборону. Поэтому я думаю, что, смотрите, что касается дронов, я думаю, что если какие-то дроны залетят куда-то очень далеко, то их, очевидно, Европейский Союз будет сбивать. Самолеты сбиваться не будут, потому что касательно самолетов есть целый протокол вообще взаимодействия. Поднимаются самолеты стран НАТО, они, или там России, если самолет НАТО, да, приближается, они начинают сопровождать этот самолет, они следуют с ним одним курсом. Есть там маневры рядом, есть огонь по курсу этого самолета, да, попытка вытеснить его за пределы воздушного пространства вашей страны. Потом же, если он продолжает лететь уже там к вашей территории, он уже там направляется куда-то, тогда возможно его уничтожение. А просто вот это все мы будем сбивать, это все разговоры, которые призваны во многом как-то компенсировать скорее то бессилие, которое, будем честны, продемонстрировала эта история с дронами, когда там залетело 18, сбили 3, остальные там черти где, и понятно, что у европейцев самолюбие-то уязвлено, и они хотели бы сейчас как-то эту рану обработать. Но вот обрабатывают ее радикальной риторикой. А Зеленский этим пользуется и пытается их втянуть в конфликт. Я не исключаю, что это может быть буквально провокацией под чужим флагом, да, чтобы втянуть ЕС в войну. Кому это выгодно? Ну, Зеленскому это выгодно, очевидно. Это не нужно ни России, ни ЕС. Говорят, тогда поляки сравнивают, там, да, что это типа как сценарий Первой мировой войны сейчас. Версальский мир будет или нет? Как вам кажется? Версальский мир? А кто у нас будет Германией по Версальскому миру? Тут варианты зависят от точки сидения. Смотрите, я думаю, что нас ждет замороженный конфликт, и, честно говоря, не вижу я каких-то хороших сценариев. Предположим, Россия добивается, значит, целей, которые она перед собой поставила. Вот. Ради теории можем предположить, что Украина добивается целей, которые она поставила, но нету для этого пока никаких оснований. Ну, давайте предположим. Нас в любом случае, в том или ином виде, хотя я считаю, что Россия здесь, конечно, безоговорочно побеждает, ждет замороженный конфликт. Две стороны останутся с значительным недоверием, с значительной ненавистью друг к другу. Европейский Союз и Россия останутся со значительной ненавистью друг к другу. Они будут продолжать попытки друг друга уязвить, как-то нанести урон. И если США сохраняют способность сохранить с Россией какие-то рабочие отношения, то Европейский Союз и Россия при любом, значит, варианте развития событий остаются врагами. Это не способствует миру на континенте, это не способствует налаживанию какой-то мирной жизни, и в любом случае нас не ждет Версальский мир, потому что не будет... Версальский мир – это мир, когда равные державы унизили другую равную страну, Германию. Украина не является Германией, она не является равной России, ЕС или США. Она, безусловно, там не какая-то там недострана, не какая-то довольно большая там с территории Франции, да, крупная европейская страна, но тем не менее, это не гигант мировой политики. Нас ждет замороженный конфликт, и нас ждет недоверие между Россией и Западом, и это эпоха, которая нам предстоит, я думаю, довольно долго жить. И здесь у меня, честно говоря, несмотря на то, что я оптимист, оптимистичных прогнозов нет. Будем друг с другом в таком состоянии. Корейская война, знаете, условно говоря. Вот корейское урегулирование по нашей вот восточноевропейской параллели. Думаю, так. Но не Версальский мир. Да, друзья, давайте подведем итоги нашего сегодняшнего опроса. Как вы проголосовали в нем? Значит, полетят ли томагавки по России? 11% говорят, что да, разок нарушат красные линии. 22% все равно, на фронте это никак не отразится. 32% да, за деньги ЕС эскалация вырастет. И 36% нет, это блеф Келлога и Венса. Все сошлись на том, что это блеф, хотя, конечно, за деньги ЕС эскалация вырастет тоже достаточно большой процент проголосовавших. Прокомментируйте, пожалуйста.
Да, я сейчас смотрю тоже и комментарии читаю. Говорят, что я много пью, поэтому у меня мешки под глазами. Да, я вообще, кстати, не пью. Мешки под глазами, плохо сплю. Возможно, пил бы, спал бы лучше. Смотрите, я думаю, что да, это, конечно, блеф Келлога и Венса, верно. Эскалация вырастет, и это не значит, что томагавки полетят на Москву. Томагавки на Москву – это война. Войны России и ЕС мы не ждем, ее не будет. Но эскалация идет. Всем сейчас эскалация выгодна. Европейский Союз унижен и оскорблен ситуации с дронами, он унижен и оскорблен собственной политической импотенцией по вопросу Украины. Трамп об него ноги вытирает, Путин об него ноги вытирает. Все на него плюют, на этот Европейский Союз, никто его не слушает, им неприятно, они как бы вот, они задирают ставки. Вот, Россия тоже, ей надо показать, что она не собирается сгибаться под атаками на энергообъекты и под какими-то санкциями. Украине, понятное дело, тоже нет смысла сейчас сдаваться, потому что возможность сопротивления у нее еще сохраняется. И как бы с украинской точки зрения пока можно еще повоевать. Украинцы еще спросят с Зеленского, за это еще можем повоевать, потому что люди гибнут, и будут гибнуть они еще. Хотя уже исход понятен. Но тем не менее, пока с трона Зеленского это видно именно так. Поэтому да, эскалация будет, пока мы не движемся по этой ступени деэскалации. Да, друзья, значит, переходим к вашим вопросам. Давайте пройдемся непосредственно сначала из тех, которые оставили заранее, а потом те вопросы, которые... ну, собственно, да, вот будут возникать в чате, поэтому можете уже потихоньку писать вопросы. В чате еще вопрос про наркотики возник. Класс, спасибо, друзья. Нет, я ничего не употребляю, поэтому такой веселый, видите? Видите как? Хотите ближе стать к Алексею Наумову, подписывайтесь на его телеграм-канал Внешпол, поэтому это лучше, скажем так, перенести туда в разного рода и комментарии, и в аналитику. Поехали. Значит, вопросы. Вот такие. Деминиан спрашивает: Алексей, насколько, по вашему мнению, российской армии хватит добровольцев без возобновления мобилизации? Некоторые российские военные эксперты утверждают, что без этого в дальнейшем не обойтись для решения вот этих задач СВО. Ну, смотрите, сложно говорить о конкретике, пока, судя по тому, что мы видим, поток добровольцев обеспечивает потребности армии в рамках тех задач, которые поставлены. Мы увидим возможную готовящуюся мобилизацию задолго до ее начала. Очевидно, что мобилизация – это сложный административно-технический процесс, который требует там сверки списков, работы военкоматов, подготовки и так далее. Плюс этих людей нужно одевать, вооружать, кормить и так далее. И, очевидно, это огромный вообще в целом такой общегосударственный процесс. Смотрите, пока баланс сил сохраняется в пользу России. Россия из того, что мы видим по публичным данным, увеличивает быстрее набор личного состава, чем происходят потери в бою. Поэтому пока я не вижу объективных причин говорить о том, что такая мобилизация потребуется. Я думаю, что если мы увидим там до конца года, мы не увидим улучшение ситуации с точки зрения урегулирования, я думаю, что какие-то мысли в эту сторону могут быть. Но пока это настолько далеко, что я бы не закладывал это ни в какие-то личные планы, ни в планы политической аналитики. Для этого пока нет нужды. Мобилизация – это политически довольно затратный шаг. С точки зрения военного искусства он даст результат только там через полгода, потому что людей нужно подготовить, направить, боевое слаживание провести и так далее. Поэтому ничего исключать в будущем нельзя, но пока я бы не прогнозировал этого вовсе. Оксана Бондаренко интересуется, высказывается, за громкими заявлениями США и Европы о необходимости остановить Россию скрывается сознание плачевной ситуации в Украине и понимание, что дальнейшее продолжение приведет Европу и США к поражению в этом конфликте. Они уже от бессилия призывают, чтобы российский народ очнулся. США поняли, что Украина не подпишет согласованные на Аляске вопросы и ищут вариант, как снова обмануть Россию. Ну, да, очевидно, что Западу хотелось бы обмануть Россию, потому что почему бы и нет, мы уже такие случаи видели, Россия буквально поверила, но я не думаю, что сейчас есть для этого
основания. Россия другая. Блин, вот тот кредит доверия, который был у Запада, честно говоря, довольно сложно было промотать, но они его промотали. Вы знаете, я сегодня, по-моему, как раз пост писал. Вот смотрите, говорят наши, значит, западные партнеры, там с самого начала, еще уже украинские теперь партнеры говорят, что, значит, Путин на самом деле хочет восстановить СССР, потому что он об этом открыто говорил. На самом деле никогда не говорил. И все его слова про НАТО, про расширение, про интересы безопасности – это все вранье и прикрытие имперских амбиций, говорят нам, значит, наши дорогие коллеги. Но почему-то никто никогда не пробовал поговорить с Россией всерьез об этом. Почему-то никто не пробовал всерьез учесть ее интересы безопасности. Никто не пробовал пригласить ее за стол переговоров и открыто попробовать вместе что-то решить. Не сразу там махом, а потихонечку, создавая меры доверия, общаясь там, вот вы нам то, мы вам это вот здесь да, вот это здесь нет. Никто этого не пробовал, но все говорят, что Путин врет. Почему? Как бы на каком основании? Тут уже микрофон уже поехал. Вот, я думаю, что... И поэтому Трамп, ну, грубо говоря, офигевает. Он говорит, слушайте, ну что вы не можете все закончить, когда у нас такие хорошие отношения? Да потому что предшественники у вас такие, и последователи у вас будут черт знает какие. С вами поэтому теперь только языком документов, подписей, печатей и мер контроля. Поэтому я думаю, что Запад попытается Россию обмануть, но такой уже есть иммунитет против этого. И в этом плане еще, мне кажется, российский президент помягче, чем вот, что называется, глаз народа. Оттуда же появилась вот это вот уничижительный договорничок. Хотя по-любому будет какое-то договорное решение конфликта, но, короче, не без доверия. Доверие, что называется, как говорил Рональд Рейган с Горбачевым, «доверяй, но проверяй». Любимая его была, говорят, поговорка. Вижу хороший комментарий, спасибо вам, друзья, большое. Да, спасибо за хорошие комментарии, друзья. Хорошее, доброе слово и кошке приятно. Понимаете? Мне тем более, и куда кошке, уж мне кошки-то. И коту. И Лёшке приятно, видите. И коту, и Келлогу, да. То есть, да, и коту Келлогу, да. Всем приятно. Следующий вопрос. Виталий задает. Добрый вечер. У Америки на Ближнем Востоке есть Нетаньяху, который кошмарит все окружающие страны. Можно ли предположить, что Британия в Украине лепит своего Нетаньяху? Спасибо за ответ. Да, спасибо большое за вопрос. Вы знаете, я, наверное, разойдусь с каким-то там ощутимым количеством людей. Я не понимаю вот этой очарованности Британии. Типа, вот Британия решает, вот король говорит. Британия довольно... бессмысленная с точки зрения своей внешнеполитической мощи сейчас страна. Это реально аппендикс Соединенных Штатов Америки. Страна, утратившая на самом деле значительно... Да, понятно, там разведка работает, наверняка, я не исключаю. Но вылепить из... Короче, Россия не является противником Британии сейчас напрямую. То есть, скорее, Британия просто не того калибра, значит, страна, чтобы тягаться с Россией напрямую. Поэтому выстраивать из Украины соперника для России какая-то сложная на самом деле схема. Я думаю, что Британия хотела бы ослабления России, но она хотела бы этого как часть НАТО. Она себя, в принципе, не сильно отделяет от вот этого общезападного мира, потому что тягаться с Россией один на один она не может. Господи, у них там танковой дивизии ни одной нету. Это же вообще просто все про это самое, про королевили. Вот. Поэтому я думаю, что Британия поддерживает Зеленского по причинам идеологическим, по причинам реалистическим, то есть, ну, грубо говоря, создание противовеса России, России им не нравится, а кто против России, Украина, будем поддерживать Украину. И, наверное, все. А то, что Британия какую-то роль там играла, на своей маленькой скрипочке пиликала, да, ну, я, честно говоря, не думаю. Извините, пожалуйста, если я вот как-то... Ну, просто правда, есть российские эксперты, я с ним всегда спорю, они что-то Британия. Я говорю, ребят, ну, доказательства какие-то покажите, Британия. Да ну. Вот, это все наши, в целом, европейские жабы, европейский такой коллективный обком, вот. Нет, ну видите, как там же все, это же там Ми-6, разведка, диверсии, элиты, это вот такие, которые там прям кукловодят Украиной, ну вот таким вот макаром это принято, собственно, представлять, да, и вообще империя, ну, британская всегда с Российской империей, в общем, на ножах это все. Да-да, Эрдоган это османский султан, русско-турецкие войны, идем на восток, Константинополь, такой, ребят, ну что вы, какой-то косплей какой-то, это самый, мы живем в 21 веке, ну все понятно уже.
Спасибо. Значит, следующий вопрос от Лины Востроиловой. Периферия зачастую является серой зоной и источником ресурса для центра. А чья окраина сейчас Украина? И кто за нее ведет войну? Украина что, цивилизация или варварство? Вот так вот набросала полную панамку больших философских Да, ну давайте вопросов. разбирать Панамку. Смотрите, на самом деле есть вообще большая, мне кажется, проблема в целом в рассуждениях. Мы очень любим, человек любит познание, он любит узнавать вещи. И как происходит познание? Оно происходит через называние. Если у чего-то нет названия, то этого как бы и не существует. А когда вы чему-то даете название, вы как бы погружаете его в сферу познанного, вы его берете под контроль. То есть у вас не что-то там убило там вала, а Зевс кинул молнию, и все уже понятно, все уже логично. Вы не можете Зевса контролировать, но вы понимаете. И понимая, вы уже осознаете. Поэтому мы очень любим давать предметам какие-то названия и погружать их в давно известные нам категории. Вот варварство – это вот одно, там на набедренной повязке. Вот цивилизация – это другое, там, значит, римский император ходит или там люди в тогах. Или что всегда есть некая периферия, а есть некая там метрополия, и она из нее выкачивает ресурсы. Не всегда, не все схемы в реальной жизни укладываются в какие-то категории, которые придуманы людьми. Причина того, что происходит сейчас, причина конфликта заключается в следующем. Оно заключается в сочетании двух факторов. Первый фактор – это противостояние великих держав. США после окончания Холодной войны не были заинтересованы в появлении сильной России. Поэтому они стремились взять под контроль Восточную Европу, которая осталась без соцлагеря, стремились взять ее через НАТО, через Европейский Союз и так далее. Тогда еще, я в это верю, это не было военным как бы ответом России. Тогда военным ответом это стало после 2014 года. А до этого просто, понимаете, американские деньги, американский капитал, американское вооружение, американские, значит, бизнесмены, НАТО, ЕС, вся вот эта вот американская мишура вас, или как питон вас обвивает, и вы, значит, не питон, господи, питон, прости, господи, питон, удав вас обвивает, и вы попадаете под американское влияние. Это первое. Второе, это жесткий, мощный украинский национализм. Всякое постсоветское государство строит свою национальную идентичность на отрицании советского периода, на отрицании русского вообще всего. И тут прекрасным образом совпали два вот этих вот момента. То есть коллективному условному Западу нужен был какой-то большое государство, населенное, с промышленностью, готовое бросить себя против России. Да это же подарок, реально. Славяне там нарожали этих славян, они возьмут оружие и за наши идеи западные пойдут воевать с Россией. Это же реально просто вот подарок. Поэтому симфония украинского национализма, жесткого антирусского, и противостояние великих держав, которое еще было приправлено с американской стороны этим идеологическим противостоянием. Почему надо быть с Америкой? Потому что свобода, демократия, понимаете, rule of law, конституция, вот это все. И поэтому вот мы пришли к чему пришли, а не то, что там чуть-чуть, не знаю, варвары. Да никто не варвары, мы уже в 21 веке живем, все довольно цивилизованные. Вот я, видите, галстук тоже напялил. Хотя, как бы, что называется, просто городской житель. Ну вот, поэтому да, короче, я думаю, что это просто объясняется другими причинами, а не тем, которые часто вспоминаются. Вот. Чат трансляции. Антон Кузьмин задается вопросом. Так что, получается, что без ТЯО, тактическое ядерное оружие, вопрос с войной не решится? Да, честно говоря, нет. Я не думаю, что ТЯО здесь сыграет большую роль, потому что тактическое ядерное оружие – это просто, представьте, мощный боеприпас. Очень мощный. Вам нужно ударить по какому-то скоплению войск и получить какой-то результат. С военной точки зрения, здесь не очень много целей, по которым можно так бить. Огромная линия фронта, все рассредоточены, нету каких-то танковых кулаков, по которым можно бить тактическим ядерным оружием. А применение этого ядерного оружия, оно несет довольно большие политические риски. У вас будет куча проблем в мировой общественности, и там Индия будет против, Китай будет против. Поэтому нет, я думаю, что мы не увидим все-таки применение ядерного оружия не потому, что все такие хорошие, а потому что логики для его применения на самом деле нет. Сергей задает вопрос, за что воюют украинцы, если границы 22-го вернуть очень маловероятно.
Это буквально вопрос для этого самого телезрителя Володимира из Киева. Непонятно, за что воюет сейчас Украина, потому что исход ясен здесь. Россия победит, ну извините, просто так вышло. Россия не проиграет, не может ядерная страна проиграть экзистенциальный для себя конфликт. Это несправедливо, вы можете сказать, но так и есть. Мы живем в несправедливом мире. Мир вообще довольно плохое и опасное место. И то, что мы просто, городские жители, живем, у нас есть там, не знаю, полиция, которая нас там бережет, да, часто, вот, то это не значит, что есть это в международных отношениях. Это нету, это, в международных отношениях этого нет, это опасное, на самом деле, как улица с бандитами буквально. И это лучше иметь большую пушку и не иметь маленькой пушки. Но вот Владимир Зеленский своей маленькой пушкой решил поиграть в ковбоя. Ну, в общем, это как бы реально на самом деле трагедия, потому что Украина даже, если она там, ну, предположим, Зеленский получит все, что он хочет. Смотрите, контингент, членство, еще одно членство, это НАТО, ЕС, да, что-нибудь еще получит. А что с Украиной будет? Это будет обескровленная страна, из которой уехали миллионы людей, мужчин, ладно, черт с ними, для воспроизводства популяции это не так важно. Женщины уехали, вот это важно. Нация находится в демографической спирали смерти, уровня воспроизводства нету, а сейчас надо реально поднимать страну, да, ну то есть... Ничего хорошего не будет с Украиной. Россия тоже, очевидно, что страдает от боевых действий, но у нас запасы в этом плане больше. И за что воюет Украина? Я не украинец, и этот вопрос, который нужно задавать украинскому обществу, украинскому главнокомандующему буквально. Угу. Ну, тут прям как-то вот отозвались слова у аудитории чата, причем у женской ее части. Вот Наташа пишет, что Британия хочет испытать свое ядерное оружие на Украине, так что, Наумов, есть шанс его увидеть. А Людмила возражает, что пускай эксперт ответит, зачем ядерное оружие, если оно не применяется. Ну, конечно, слушайте, как же, зачем ядерное оружие? А ядерное оружие – прекрасная история. Она не допускает войны, прямой войны, крупной, между большими державами. Вот смотрите, есть Индия и Пакистан. Державы мощные, но не слишком большие. Хотя Индия там уже понятно, да, по населению топ-1 и так далее. Между ними регулярно происходят стычки на границе. Погибают люди. Но большой войны между ними нет. Почему? Потому что есть ядерное оружие. Советский Союз и Соединенные Штаты Америки на протяжении Холодной войны неоднократно сталкивались в вооруженных конфликтах в разных частях света, но не скатывались в прямую войну. Корейская война была, да, летчик Ли Си Цин, мы помним, да, помним и эту американскую помощь, и вообще контингенты НАТО. Но прямой войны между СССР и США не было, потому что у обеих стран было ядерное оружие. Поэтому ядерное оружие – это та история, которая делается для того, чтобы его не применять. Поэтому у нас есть понятие ядерное сдерживание. С другой стороны, есть тактическое ядерное оружие, вы как бы правы, да, это не вот эти вот типа ракеты Сармат, это, значит, комплексы, которые могут, ну как очень мощная огромная бомба, но это допустимо применять в теоретических условиях при огромной концентрации войск противника, вот, но... Другое дело, что любое ядерное оружие, даже самое маленькое тактическое ядерное оружие, его применение связано с огромным политическим багажом. Не применялось ядерное оружие в бою с 1945 года. И если вы просто так начнете, значит, кидать какие-то Искандеры в ядерном исполнении, ну, от вас последние как бы союзники отвернутся. Не принято это. Поэтому ядерное оружие сейчас буквально оружие сдерживания. Вот и все, да. Так, вот такой вопрос. Алексей, от Марины Князевой. Как вы оцениваете внутреннюю обстановку в Российской Федерации в смысле пятой колонны? В смысле пятой графы, я думал, сейчас спросят. Вы знаете, да не в смысле, я не вижу, честно говоря, каких-то больших проблем, потому что российское государство довольно эффективно справляется с сохранением управляемости страны. То есть...
я не вижу, знаете, вот есть какие-то надежды людей там уехавших, что вот, значит, поднимется народ. Нет, никакой народ не поднимется, потому что народ совершенно не думает так, как думают люди уехавшие. Дело в том, что вообще нас тут всех помазали одной краской, все мы, значит, тут виноваты, всех нас надо денацифицировать, что там, деколонизировать, борщ отдать украинцам, пельмени китайцам. Ну, то есть, как бы нет, на самом деле, реально ощущение осажденной крепости в этом плане есть. Ну, буквально, знаете, вот Владимир Путин говорил, что все против нас, но буквально все против нас и оказались. То есть, ну, это, конечно, что называется, примечательная история. Так что я не думаю, что есть какая-то страшная пятая колонна. То есть какие-то прям типа враги буквально, но их довольно эффективно разоблачают, потому что спецслужбы России работают довольно хорошо. Что касается каких-то там типа ждунов, которые ждут освободительную украинскую армию, ну нет, конечно, такого нет. И как бы отношение к Украине и украинцам ухудшается. На самом деле оно было лучше в начале там 22 года. У многих людей было непонимание, какой-то ступор, а потом как бы, блин, люди Твиттер открыли и увидели, что все мы тут, значит, свинолюди, русня, должны помереть. Ну, короче, нет. Я думаю, что, знаете, буквально, вот если отвечать на вопрос напрямую, для пятой колонны все стало хуже в России, чем было там 3 года назад. Поэтому я не очень тоже люблю себе определение, типа, ну вот человек, который просто не согласен с политикой, является пятой колонной или нет? Ну, наверное, нет, просто не согласен. Тоже А вопрос, вот именно да. какие-то враги нет. Врагов, мне кажется, всех повывели, кто-то сам уехал. Орбан вышел с заявлением, Украина не является независимой страной, ее удерживает Запад, ну, там удерживать, наверное, перевели, задержит, скорее всего. Ну, удерживает, содержит, наверное. Мы даем ей оружие. Украина не должна вести себя так, будто она суверенна. С Орбаном вообще какие-то там горшки бьются и бьются. Зеленский уже обвинил, что беспилотники запускают и россиянам цели указывают, чтобы те били по Закарпатью. Во как, представляете? Да, это интересная история. У Орбана не очень, честно говоря, хорошие перспективы в плане переизбрания. Есть вероятность, что он уйдет с политической арены. Я думаю, что на это и делает ставки. Сейчас что-то Трамп какие-то пошлины вводит стопроцентные. Это Господи, против голливудский кино. фильм. Кино, вино Да, и да. домино. Да. Говорит, разорили Калифорнию, Голливуд все обскакали, надо все фильмы стопроцентная пошлина, чтобы у нас снимали кино. Сделаем Голливуд снова великим. Прекрасно, Дональд Джей Трамп. Да, смотрите, я думаю, что здесь важная история состоит в том, что... Господи, что-то отвлекся на этого Трампа. Слушайте, можете напомнить вопрос? Я уж что-то... Орбан, Орбан, да, смотрите, Орбан, да. Он уйдет из политики, скорее всего. И поэтому Зеленский понимает, что это перспектива ближайшего будущего и уже ведет себя как мощный такой Черчилль нашего времени. Зеленскому очень важно поддерживать публичный образ, мощно, потужный публичный образ, и это одно из его проявлений. Зеленский выступает мощным политиком, и когда если придет другой лидер Венгрии, который будет про-ЕСовский, то это будет победа Зеленского, а такая вероятность есть. И я думаю, что самому Зеленскому уже терять-то нечего. Орбан в любом случае не будет его союзником, а поругав его, можно заработать политических очков. Лариса Агеева, вопрос к гостю. Ваши прогнозы и предложения по решению палестинского вопроса? Ой, слушайте, ну да, это, конечно, я не востоковед, но, понятное дело, я слежу за всем этим, это моя буквально профессиональная обязанность и интересно, честно говоря. Я думаю, что конечно, Трамп все-таки заставит Нетаньяху пойти на какое-то соглашение. И вопрос, что будет с палестинцами. Я думаю, палестинцев заставят отречься от Хамаса. То есть, как бы, смотрите, у Израиля есть силы, на самом деле, решить всю эту проблему силой. Реально может, типа, разбомбить всех, убить всех. И не остановится, на самом деле, уже ни перед чем. В этом плане, я думаю, Трамп захочет как-то спасти палестинское население, в кавычках. И вот я думаю, что он убедит мусульманские страны региона создать какой-то совместный контингент, который сможет управлять Газой, и этот контингент, важно, чтобы это были солдаты-мусульмане, должен будет разоружать Хамас.
И палестинский народ в этом плане ничего хорошего не ждет в краткосрочной перспективе, но потом я думаю, что какое-то существование будет возможно. Но это будет существование, если это будет существование в рамках Газы, в рамках Западного берега, это будет существование, конечно, людей второго сорта. И я думаю, что мы, даже если этот конфликт сейчас будет завершен и будет какое-то умиротворение, то через 50 лет мы можем увидеть Хамас 2.0. Если не будет физического выселения этих людей оттуда, Израиль этого не потянет, никто их не возьмет. Это же миллионы людей, там же миллион, да, сколько? Сейчас уже не помню точно, вот говорю же, не специалист по региону. Без этого решения не будет. Поэтому я думаю, что мы увидим вот это все-таки взаимную ненависть и возможное возобновление противостояния. Пугачева, пятая колонна. Алексей, давайте. Пугачева – народная артистка СССР, значит, популярная певица. Смотрите, я думаю, что Пугачева не действует по заданию. Пятая колонна – это же предатель, да, это представитель вражеской силы, действующей на вашей территории, да, там, помню, франкистов, это фаланга и так далее. Поэтому я не думаю, что Пугачева действует по наущению, значит, спецслужб Украины. Она как бы самостоятельная в этом плане фигура, она не политик, она общественный деятель, и мнение, которое у нее есть, это ее мнение. Большинство людей его, мне кажется, сейчас, конечно, отвергают при там какой-то любви, может быть, к ее песням. Я как бы сам к песням отношусь нормально. Вот. Поэтому, короче, нет, я не думаю, что она какой-то вражеский агент. Она просто человек, у которого есть свое мнение, с которым не согласно значительное количество людей. Хватит всех записывать в пятые колонны. Ладно, это неблагодарное дело. Алексей Наумов был моим собеседником сегодня. Алексей, благодарю за время и мысли. Спасибо вам большое, всего доброго. Да, до скорых встреч. До свидания. Берегите себя, друзья. Всем добра и света. Ставьте лайки, не забывайте. Увидимся обязательно. И подписываться на канал тоже. Канал «Вне шпол». Спасибо.